поговорить о христианском экзистенциализме. Итак, христианский экзистенциализм – это философское направление, которое использует экзистенциальный подход к христианской теологии, развитие которого связано с датским философом и теологом Сёреном Кьеркегором. Кьеркегор обращался к таким темам, как подлинность, тревога, любовь, а также иррациональность и субъективность веры, отвергая попытки удержать Бога в объективной логической системе. Для Кьеркегора фокус теологии находится на индивидуальной борьбе с субъективной истиной, а не на наборе объективных утверждений. Итак, в общем, христианский экзистенциализм основывается на трех идеях предположениях, взятых из уникального понимания христианства Кьеркегором. Первая идея заключается в том, что Вселенная по своей сути является парадоксом, а величайшим парадоксом из всех является возвышенный союз Бога и человека в олицетворении Христа. Вторая же идея заключается в том, что личное отношение с Богом преобладает над всеми моральными устоями, социальными структурами и общепринятыми нормами. И третья идея – это следование социальным правилам, по сути, является личным выбором каждого человека. Кьеркегор считал, что каждый человек должен самостоятельно делать выбор, который составляет основу его существования. Никакие навязанные структуры, даже библейские заповеди, не могут изменить обязанность людей стремиться угодить Богу личным и парадоксальным способом, который может быть угоден Богу. Каждый человек испытывает муки нерешительности до тех пор, пока он или она не совершит прыжок или скачок веры и не примет решение сделать определенный выбор. Каждый человек несет ответственность за свою свободную волю и за тот факт, что для того, чтобы жить по-настоящему, необходимо сделать выбор. Первым из основных положений христианского экзистенциализма Кьеркегора является призыв масс вернуться к более подлинной форме христианства. Эта форма часто отождествляется с некоторым представлением о раннем христианстве, которое в основном существовало в течение первых 3 столетий после распятия Христа. Начиная с Миланского эдикта, который был издан в 313 году нашей эры, христианство пользовалось определенной популярностью среди римлян, а затем и среди других европейцев. И все же Кьеркегор утверждал, что к XIX веку конечный смысл новозаветного христианства, то есть любовь, агапы, милосердие и любящая доброта, все это было извращено, и христианство значительно отклонилось от своего первоначального послания благодати, смирения и любви. Вторым положением христианского экзистенциализма Кьеркегора является концепция Бога и любви. По большей части Кьеркегор приравнивает Бога к любви. Таким образом, когда человек участвует в акте любви, он фактически достигает аспекта божественного. Кьеркегор также рассматривал человека как необходимый синтез как конечных, так и бесконечных элементов. Поэтому, когда человек не приходит к полной реализации своей бесконечной стороны, говорят, что он находится в отчаянии. Для многих современных христианских теологов понятие отчаяния можно рассматривать как грех. Однако по Кьеркегору человек согрешил, когда он подвергся этой идее отчаяния и выбрал путь, отличный от того, который соответствовал воле Бога. И третьим положением христианского экзистенциализма Кьеркегора является систематическая отмена злых поступков. Кьеркегор утверждал, что как только действие было завершено, оно должно быть оценено перед лицом Бога, поскольку единственным способом судить о своих действиях было вынесение себя на божественный суд. Поскольку действие представляет собой способ, которым что-то считается хорошим или плохим, человек должен постоянно осознавать потенциальные последствия своих действий. Кьеркегор считал, что выбор добра в конечном итоге сводится к каждому человеку. Однако Кьеркегор также предвидел потенциальное ограничение выбора для людей, которые впали в отчаяние.
Киркегор считал, что каждый человек находится на одной из трех стадий существования – эстетической, этической и религиозной. Киркегор заметил, что большинство людей жили эстетической жизнью, где ничто не имело значения, кроме внешности, удовольствия и счастья. Именно в соответствии с этим планом люди следуют социальным правилам. Киркегор также считал нарушение социальных правил по личным причинам, например, стремление к славе, репутация бунтаря, личным эстетическим выбором. Гораздо меньшую группу составляли люди, живущие этической жизнью, которые делали все возможное, чтобы поступать правильно и игнорировали нормы вежливости и идеи общества. Что касаемо религиозной жизни, чтобы жить религиозной жизнью, Киркегор считал, что человек должен отдать свою жизнь, уникальность, целостность Богу. Экзистенциальное прочтение Библии требует, чтобы читатель осознал, что он является существующим субъектом, изучающим слова, которые Бог сообщает ему лично. Это контрастирует с рассмотрением собрания истин, которые находятся вне и не связаны с читателем. Читатель не обязан следовать заповедям, как будто внешний агент навязывает их ему, но он должен ощутить заповеди, что они находятся внутри него и направляют его изнутри. Экзистенциально говоря, Библия не становится авторитетом в жизни человека, пока он не позволит Библии стать его личным авторитетом. Среди известных христианских экзистенциальных философов можно назвать немецко-американского философа Пауля Тилиха, таких европейских философов, как Карл Ясперс и Габриэль Марсель. Важно указать, что Карл Барт дополнил идеи Киркегора представлением о том, что экзистенциальное отчаяние приводит человека к осознанию бесконечной природы Бога. И после Киркегора его индивидуализм впоследствии развился в известную экзистенциальную философию, где, среди прочего, Фридрих Ницше, Жан-Поль Сартр и Альбер Камю были великими мыслителями, которые сохранили идею личного выбора и ответственности.